Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о пользе и вреде толстянки. Также я поделюсь с вами эффективными рецептами с применением этого растения, поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Толстянка – уникальное в своем роде растение, обладающее множеством различных свойств. Это дерево отлично дополняет интерьер жилья, украшает собой подоконник и может использоваться в качестве лекарственного средства. Родиной толстянки является Африка и его тропические засушливые южные и юго-западные части, а также Южная Аравия и Мадагаскар. Толстянка относится к роду суккулентов семейства толстенковые. В природе растения обитает только на ограниченном ареале. Виды толстянки, у которых круглые листья, имеющие форму монет, называют также денежным деревом. Это понятие зародилось в связи с легендой о солнечном древе. Применение толстянки при заболеваниях. Перед тем, как я поделюсь рецептами, хотела бы попросить подписаться на канал и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться превратилась в «Вы подписаны». Толстянка с древних времен активно применяется в народной медицине. Это обусловлено ее лечебными качествами, среди которых выделяет антибактериальный сок из листьев толстянки, способствует борьбе с микробами и некоторыми видами грибковых инфекций. Обезболивающие в составе растения есть вещества, обладающие не сильным обезболивающим действием, являющиеся природными антисептиками, противовирусные компоненты, входящие в состав листьев толстянки, имеют противовирусный и противовоспалительный эффект. Поэтому сок, приготовленный из листьев, активно используется при лечении простудных и вирусных заболеваний, в том числе герпеса. Антисептическая, благодаря этому свойству толстянка, может использоваться почти при любом заболевании. Свежим соком из ее листьев можно смазывать кожу, прикладывать к ранам, для более быстрого заживления закапывать в нос при заложенности и полоскать горло. Ранозаживляющий сок листьев толстянки способствует активной регенерации тканей. Поэтому при регенерации тканей, при порезах, ожогах и других видах травмирования рекомендуется прикладывать мякоть листьев к пораженному участку кожного покрова. Противозудные. При укусе насекомых, комары и мошки и так далее необходимо приложить мякоть листьев толстянки к пораженной области кожи. Зуд, припухлость и покраснение проходят практически мгновенно. В составе толстянки содержится много полезных веществ, летучих масел, витаминов, флавоноидов, позволяющих использовать ее лечебные качества при разных недугах. Для приготовления лечебных средств необходимо правильно использовать растения и строго соблюдать концентрацию. Кроме использования в народной медицине, толстянка способствует очищению воздуха и снимает стресс, поэтому ее советуют ставить возле рабочего места или в спальне. Область применения растения достаточно широко. При его помощи можно как вылечить разные болезни, так и улучшить свой внешний вид. К примеру, сок листьев толстянки способствует похудению, активно борется с прыщами и другими воспалениями на лице и варикозом на ногах, при зубной боли и ангине. При простудных и соматических заболеваниях рекомендуется полоскать горло свежим соком толстянки. Для этого необходимо развести сок 10 листьев в одном стакане теплой воды и полоскать этим средством ротовую полость 3-4 раза в день. При ангине и фларингите-тонсиллите. Толстянка обладает противовоспалительными свойствами. Чтобы снять воспаление горла и миндаля, необходимо полоскать горло соком из листьев толстянки, разбавленного с небольшим количеством воды. Также просто жевать свежие листья. Обязательно хорошо промыть, но не глотать. Важно, перед применением этого средства рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом. При заболеваниях суставов. Толстянка эффективно снимает воспаление и уменьшает болевой синдром. При ревматизме и артрите, растяжении и ушибах подойдут компрессы. Несколько зеленых листьев толстянки измельчите до получения мякоти и нанесите на больной участок. Прикройте тканью или ватным диском. Компресс нужно зафиксировать и держать 2 часа. Процедуру повторять 3 раза в день. При варикозном расширении вен. В этом случае поможет настойка листьев толстянки на спирту. Ею необходимо регулярно обрабатывать пострадавшие от недуга области. Для приготовления лекарства нужно подготовить небольшую емкость, например, банку, и на треть заполнить заранее измельченной зеленью. Растение можно использовать как листья, так и стебли толстянки. Далее растительное сырье необходимо залить качественной водкой,
до краев банки и отправить настаиваться на 30 дней. Готовый настой применяют для растирания при болях в спине, мышечной боли и боли, которая связана с воспалением лицевого нерва. При герпесе на губах несколько листьев толстянки хорошо промыть, отжать сок и каждые 30 минут обрабатывать им пораженную область. Можно также пропитать соком ватный тампон или диск и прикладывать к пораженному участку, закрепляя с помощью пластыря на некоторое время. При заболеваниях мочеполовой системы настой на основе толстянки эффективно справляется с воспалительными и инфекционными процессами, поэтому средство нередко используется при лечении цистита, мочекаменной болезни, нарушении мочеиспускания и других проблемах. 4-7 листьев толстянки нужно залить 250 мл кипятка, закрыть крышкой, плотно укутать теплым полотенцем, оставить настаиваться на час. После настой процедить. Готовое средство можно хранить в холодильнике. Принимает его по 1 столовой ложке утром и вечером за час до еды. Максимальная длительность терапии 1,5 недели. Если ее меньше, то результаты может и не быть. Однако увеличивать длительность приема крайне не рекомендуется во избежание проблем со здоровьем. При геморрое толстянка отличается высокой эффективностью при лечении этого заболевания на начальных стадиях. Для приготовления лекарства необходимо промыть несколько листьев толстянки, отжать сок, смешать его с небольшим количеством жидкого вазелина, чтобы получилась эмульсия. Далее взять тампон или ватную палочку, пропитать его в приготовленной смесью, тщательно обработать геморроидальные шишки, проводить процедуру рекомендуется от 2 до 4 раз в день. После нее стоит полежать 15-20 минут. Если геморрой появился недавно, его признаки незначительны для лечения. Будет достаточно только листьев растения, нужно выбрать самый крупный лист на дереве, хорошо его промыть под проточной водой, аккуратно очистить от защитной пленки, обнажая мякоть. Очищенный лист следует приложить мякотью к заднему проходу и держать 20-30 минут. При этом рекомендуется не напрягаться, лучше лечь в постель. Повторять процедуру нужно дважды в день. Компресс от геморроя. Подготовьте 3-5 крупных листьев толстянки, перемолите с помощью мясорубки. Полученную кашицу следует переложить на салфетку и аккуратно приложить к заднему проходу. Настой для лечения геморроя. Подготовьте 2-3 ветки толстянки небольшого размера. Максимально мелко измельчите вручную. Залейте литром спирта, содержащей жидкости. Емкость необходимо плотно закупорить и отправить настаиваться в темное место на месяц. Когда средство будет готово, в нем нужно смочить ватный тампон и приложить к шишке. От грибковых инфекций. Около 10-15 минут в мыльном или содовом растворе. Он должен быть горячим, чтобы ноги хорошо размягчились. Далее с помощью ножниц или лезвия аккуратно удаляются отмерзшие участки ногтей. Важно стараться не задевать здоровую область ногтя. Затем нужно взять несколько листьев толстянки, очистить от кожуры и приложить на пораженную область ногтей. Листья можно зафиксировать с помощью медицинского пластыря или бинта. От гнойников. Сок толстянки отличается высокой эффективностью. При лечении гнойников, угрей и прыщей на лице он не пересушивает кожный покров. Пару листьев толстянки нужно тщательно промыть, сделать срез и прикладывать к воспаленному участку кожи. Аккуратно протереть несколько раз. Также можно приложить мякоть толстянки к воспаленному участку, зафиксировать с помощью пластыря и оставить на ночь. К утру воспаление значительно уменьшится. Вред и противопоказания. Несмотря на широкий спектр полезных и лечебных качеств, растение имеет и свои минусы. Толстянка содержит небольшие дозы мышьяка, поэтому применение любых средств на ее основе должно быть ограничено рекомендованными дозами. В случае, если приготовленное средство не оказало ожидаемого воздействия, не следует увеличивать дозировку самостоятельно или повышать частоту приема. Использование толстянки противопоказано аллергикам при наличии индивидуальной непереносимости беременным, кормящим мамам, детям до 16 лет, даже если вы не находитесь в группе риска. Используйте средства на основе толстянки с осторожностью и непродолжительное время. Основными симптомами интоксикации является повышенная температура, рвота и диарея. Это обусловлено скоплением мышьяка в
костной ткани и в организме в целом. Максимальная длительность терапии при приеме внутрь и лечебных средств на основе толстянки составляет 2 недели. На этом закончим ролик. На канале можно найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Здоровый Организм. До новых встреч!